Так, друзья, начинаем моноэфир. Привет всем серферы, бездельники, девианты. Быстро начинаю и быстро проведу, потому что у меня не было планов проводить моноэфир сегодня. Но вот эта ситуация с переговорами таким образом разразилась. И, ну, в принципе, по большому счету, та логика, которая была и которую мы рассматривали в двух последних моноэфирах, она никуда не делась. Потому что те заявления, которые сегодня прозвучали со стороны американцев и со стороны нас, они показывают, что стороны пока оставляют пространство для маневра. И давайте быстренько сейчас пройдемся, кто что сказал и что из этого вытекает. Ну, базовым, конечно же, является заявление Трампа. Ну, я напомню, что сегодня стало известно, что, точнее говоря, уже ночью стало известно, что Рубио не приедет в Лондон. Встреча на уровне министров иностранных дел сорвалась, в которой должны были встречаться. Значит, наша делегация во главе с Ермаком, американская во главе с Рубио и европейские там на уровне министров иностранных дел Британии, Франции там, и так далее. И, в общем-то, как бы все. Да, то есть встреча была сорвана, приехал только Келлах, Кит Келлах, спецпредставитель Трампа по Украине, который там говорил с нашей делегацией офиса. Эту информацию распространил. Уитков поехал в Москву, что опять-таки говорит о том, что стороны проясняют для себя позиции, и из Москвы тоже пришли месседжи. Ну и Трамп, как только проснулся, сразу там начал давать месседжи. Ну, полный текст заявления Трампа есть. Значит, сейчас смотрю, еще даже дополнительные новости вот только что появились. И Трамп сказал следующее, что украинский президент Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под надзором президента Барака Хусейна Обамы. И это даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией. Это, кстати, очень важный момент, потому что он по поводу того, что есть пространство для маневра, что Штаты в лице Трампа могут признать, а Украина может не признать. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда они передали России без единого выстрела? Ну, я думаю, вопрос закономерный, вполне со стороны Трампа. Эта территория также размещает на протяжении многих лет до передачи Обамы большие российские подводные базы. Ну, наверное, речь идет про Балаклаву, но по большому счету речь идет о черноморских вот этих вот соглашениях, харьковских соглашениях, которые потом в 2010 году продлили до 2042 года, по-моему, нахождение российского флота в Крыму, потому что в 2017 году он должен был из Севастополя уходить. И тут Трамп дальше говорит, именно воспламеняющие заявления, как у Зеленского, усложняют урегулирование этой войны. Ему нечем хвастаться, ситуация для Украины критическая. Он может иметь мир или может воевать еще 3 года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но многое делаю для того, чтобы спасти в среднем 5000 российских и украинских солдат в неделю, которые погибают беспричинно. Ну, тут как бы можно очень поспорить по поводу беспричинно. И у нас 250 аргументов на этот счет, но это риторика Трампа. Заявление, сделано Зеленским сегодня, лишь продолжит поле убийства. Никто этого не хочет. Мы очень близки к соглашению, но человек без козырей должен теперь наконец сделать это. Я надеюсь помочь Украине и России выбраться из этого полного абсолютного беспорядка, который никогда бы не начался, если бы я не был президентом. Ну, Трамп здесь в своем незавидном ключе, в общем-то, подает ситуацию. Но ключевое, как мне кажется, вот в том, что я вижу в этом тексте, там, да, то, что, собственно говоря, у Зеленского есть пространство для маневра. То есть он не оборвал переговоры. Там уже в медиа появилась информация, что Штаты могут выйти как бы там из поддержки Украине там, и прекратить давать ей там оружие и все остальное. Но по большому счету пока что Трамп вот сохранил пространство для маневра, для Зеленского в том числе. И я уверен, что в ближайшие дни эти переговоры продолжатся. Значит, россияне, ну ладно, россияне потом, заявление Пескова потом рассмотрим. Что сказали наши?
Ермак с Бигой был, соответственно, в Париже там, да, и провели двусторонние переговоры. Уже вот стало известно с американской делегацией. Вот, я вижу, что здесь появились данные, что Марк Рубио появился, а также специальные представители президента США Стивен Витков и Кит Келлог. Да нет, это старая, как бы там, смотрю. Да, это старая информация. Не, нихера. Это старая информация, потому что это было в Париже, как бы. Не-не-не. Вот в Лондоне, да. Вот в Лондоне. Значит, в Лондоне вот там что было важное, там встречались они, как я уже говорил, с Келлогом, и мы подчеркнули условия Украины. То есть тут самое главное, что прозвучало условие от Украины, что немедленное, полное, безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира, ответил Ермак в своем сообщении. И украинская сторона также выразила надежду, что такая позиция соответствует видению президента США Дональда Трампа касательно регулирования конфликта. В то же время Ермак подчеркнул принципиальность Украины в вопросах защиты государственного суверенитета. Я отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основу ее суверенитета и территориальной целостности. Ну и по результатам встречи договорились продолжать диалог, бла-бла-бла, регулярные контакты. Ну, короче говоря, как бы такие обтекаемые заявления. То есть ключевое, появилось условие, которое есть со стороны Украины, это тоже мы должны зафиксировать. Значит, Reuters накануне тоже сообщила, что причина срыва была в том, что Украина подготовила документ для европейских партнеров, в котором четко указала, что не будет обсуждения территориальных вопросов до полного, безусловно, прекращения огня. Но уже это офис подсветил. И, собственно, это вызвало нервозность в Вашингтоне, поскольку не соответствует тому, что американские представители уже договорились с россиянами. То есть, ну, Россия, в принципе, тянула тему, что переговоры будут идти на фоне как бы вот этого противостояния на фронте, потому что понятно, что россияне хотят получить дополнительные какие-то козыри в форме захвата еще каких-то кусков территории, потому что они сейчас резко активизировали наступление на некоторых участках фронта. И на запорожском направлении, по 3 направлениям они активизировались. В районе Покровска тоже бои тяжелые идут. Поэтому ну, их логика понятна. Поэтому, соответственно, вопрос заключается в том, сорвутся они или не сорвутся. Что по ходу выкатила Россия. Потому что Песков дал в Le Point эксклюзив, французское издание, по-моему, дал интервью, в котором прозвучали несколько тезисов интересных. И вот что он там сказал. Так, ну, он там защищал эти удары, как бы позицию Путина относительно ударов там, да. Я сейчас найду вот то, что нам важнее всего. Так, значит, в нашей конституции есть 4 региона. Украинская армия должна сложить оружие и уйти. Если она этого сделает, военные действия будут немедленно прекращены. То есть до этого в прессе начали появляться информация о том, что россияне готовы по линии разграничения там, после встречи с Уиткофом как бы остановиться. И, соответственно, часть областей, которые остаются за нами, Запорожская область, Донецкая область, они, соответственно, остаются за нами. Там, да, это было принципиально для нас. Вот. Мы видим, что Песков, значит, повышает ставки, хотя я думаю, что на самом деле интервью было записано, там, оно могло быть записано вчера или позавчера. Тут нужно понимать, с каким лагом времени оно было как бы подписано. Но в любом случае оно посылает соответствующий сигнал. А вы требуете отставки Зеленского, спрашивают его. Это не входит в число наших требований, но даже если сегодня будет подписано соглашение с Зеленским, позже в Украине могут появиться люди, которые юридически поставят под сомнение его легитимность. Что касается военного положения и некоторых статей Конституции,
ему задают вопрос. Вы говорите это потому, что в 2024 году не было президентских выборов? Конечно, нет. В Конституции закреплена роль Рады, а не президента. Ему задают вопрос. Вы же прекрасно понимаете, что невозможно проводить выборы во время войны. Вы рассуждаете де-факто, а мы де-юре, говорит Песков. Если кто-то поставит под сомнение легитимность Зеленского, что тогда? Все начнем сначала? Что, войну? Ну да. Мы совсем не доверяем киевскому режиму, а украинцы вам не доверяют, французы говорят. Они не могут избавиться от своих нацистов. В Европе до сих пор не поняли, кто эти люди. Так или иначе, вы поймете это по той огромной боли, которую они вам причиняют. Европа, включая Германию, закрывает глаза на существование в ее сердце режима, в котором, ну, вот этот весь бред про нацистские элементы, бла-бла-бла. Значит, возможно, когда-то в прошлом так и было, но не сегодня. Песков продолжает упорствовать, что трагедия европейцев в том, что это происходит прямо сейчас. Вот интересный момент. Ему задают вопрос, почему вы обвиняете друг друга в том, что не хотите мира? А он задает вопрос, отвечает, что мешает Украине вывести войска из этих 4 регионов и прекратить боевые действия, как говорит президент Путин? Ну да. Нам мешает недоверие, потому что завтра еще 6 территорий, да, точнее говоря, 6 областей, или 8 областей, или 10 областей, или вся Украина. Они не внесут свою конституцию и скажут, что это наша территория. Журналист задает абсолютно правильный вопрос. Мешает то, что она этого не хочет. Украина считает, что это ее земли. И Песков говорит, значит, они не хотят признавать реальность. Хорошо, что же тогда мешало им подписать документ в марте 22-го? Точнее, кто им помешал? Когда обстановка на фронте была совсем другой. Борис Джонсон. Ну, тут Песков кривит, потому что после Бориса Джонсона приезжала американская делегация. Именно американцы в середине апреля настояли на том, что боевые действия нужно продолжать. Потому что, при всем уважении к британцам, но у них нет столько ресурсов, нет такого влияния, чтобы они были гарантией, там, чтобы Украина могла тащить эту войну. И, собственно, сам Блинкен, который приезжал, там, не помню, 12 или 14 апреля 22 года, они тогда в Киеве сказали, что давайте, ребята, дальше. Поэтому на этом фоне, конечно же, комично сейчас эти заявления выглядят, или трагикомично, поскольку американцам, которые сейчас договариваются с русскими в лице Трампа, и русским в лице Путина, которые договариваются с американцами, крайне важно создать фон, в котором кто-то другой будет виноват, что в Стамбуле пошло все именно не так, как Путину бы хотелось бы, да? Но это такая не очень хорошая мина при плохой игре, потому что уже, в общем-то, Караганов, там я в интервью в свое время приводил его, и Путин тоже, они эту линию гнут, что Европа виновата, дескать, в войне, которая вот развернулась, что это Европа подстрекала Украину, и поэтому сейчас вот они со Штатами договариваются по поводу того, как вот этот вопрос решить. Ну и, конечно же, раздрачивают Европу, потому что глава Пентагона сегодня, кстати, еще одна была интересная новость, он сказал, что Штаты больше не являются гарантом безопасности Европы. И, ну, собственно говоря, если не являются гарантом безопасности Европы, то, очевидно, разрушаются, логично об этом подумать, разрушаются все те нормы, которые существовали в сфере экономики, когда европейцы покупали долги американские там, или взаимозависимости финансового сектора, взаимозависимости рынков в целом там, да, и экономик. То есть, по большому счету, американцы теперь говорят, так, все, мы вам ничего не даем, мы вам ничего не будем давать, платите только, значит, пошлины, давайте нам, переносите свои заводы на нашу территорию, вы будете большим Диснейлендом, хосписом под открытым небом, с красивыми замками и всем остальным, а, в общем-то, мы будем снимать сливки. Ну, естественно, Европу сейчас это, так же, как и других, Китай тот же самый, это заводит, и ничем хорошим это не закончится для американской политики в Европе. Так, значит, и что здесь он еще сказал, значит, Песков. Был интересный вопрос, ему задают. Можете ли вы дать гарантию, что после мирного соглашения Россия не нападет, например, на страны Балтии? А он говорит, а у России нет проблем со странами Балтии, нет территориальных претензий к ним. Так Путин то же самое говорил относительно Украины в начале нулевых.
в 90-е годы, ну, в начале нулевых. И помните, это знаменитый спич, когда он говорил, что надо быть сумасшедшим, чтобы пойти как бы там на возврат Крыма и всего остального. Ну вот, поэтому слова Пескова о том, что хотя там живут русские, и интересы этих граждан постоянно попираются ногами, как использование русского языка, на что Брюссель не обращает никакого внимания. Ровно все то же самое мы слышали относительно Украины на протяжении нулевых годов. И поэтому, когда они говорят, Россия не намерена ни на кого нападать, у нас нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Тогда какие были проблемы с Украиной, которая не вступила в НАТО и не могла вступить, о чем они прекрасно знали, опыляя европейских своих союзников. И вот, ну, как бы вот, причинно-следственная логика у Пескова отсутствует. Сегодня на территорию Финляндии постепенно переносится военная инфраструктура. Как на это реагирует Россия? Она принимает меры для обеспечения своей безопасности, которые наши военные считают необходимыми. Так это же следствие того, что Россия сделала с Украиной. И Финляндия приняла решение о вступлении на фоне конфликта, который развернулся в Украине. И, к счастью, ни в странах Балтии, ни в Финляндии по россиянам не стреляют из танков и истребителей, как это происходит на Донбассе с 2014 года. Так какое отношение имеет Донбасс к России? И, собственно говоря, как там появились вообще танки и все остальное? Ну, в общем-то, это такая пропагандистская канва, но ключевое... Значит, вот еще один под конец интервью, там тезис такой, что на какие уступки готова Россия пойти, чтобы добиваться отмены американских и европейских санкций. И Песков говорит, если бы вы встречались с представителями российского бизнеса, то знали, что они готовы пойти на все, лишь бы санкции не были отменены. Когда иностранные компании ушли с нашего рынка, многие ниши освободились, их заполонили российские предприниматели, которые вложили деньги и запустили производство. Ну да, мы в курсе, что более 90% станков по-прежнему в России не производятся, они вынуждены закупать их за границей. И сегодня, значит, и он говорит, что заполнили российские предприниматели, которые вложили деньги, запустили производство, сегодня им нужно возвращать. Почему не хотят, чтобы иностранцы вернулись? Наоборот, они не хотят, чтобы кто-то возвращался. Это чушь, которую я вчера приводил пример о том, как Роснефть и другие крупные российские корпорации получили, значит, добро на то, чтобы в экстренном режиме проводить с американцами переговоры и, соответственно, предлагать им пряники для того, чтобы втягивать реальные экономические интересы США в свои проекты и тем самым создавать почву для договорняка, потому что Трамп конкретен, и они должны предложить конкретику. Поэтому, беглый как бы такой анализ показывает, что россияне там стандартно надувают щеки, там блефуют, перекручивают, но все это ради того, чтобы как бы выторговаться и, собственно, сохранить Трампа на крючке в условиях, когда он, скажем так, бесится там и маневрирует, поскольку мы видим, что он забуксовал по всем направлениям своей политики. Наверное, ему нужно было быть каким-то более последовательным, но он ввязался в битву по всем фронтам, и, соответственно, пробуксовка и с Китаем, и с украинской войной, и с Европой, и с Канадой, короче говоря, и внутри проблемы есть, которые мы тоже разбирали. Поэтому это заставляет его пытаться достичь хоть какого-то успеха, который можно под 100 дней предъявить. Поэтому, значит, все стороны взвинчивают ставки, все стороны блефуют. Просто у нас возможностей для блефа меньше, чем у всех остальных. Мы самое слабое звено в этом всем. Американцы и русские это прекрасно осознают. Я думаю, что это прекрасно осознают и европейцы, потому что ключевой вопрос, с каким оружием мы останемся, с какой помощью по перевооружению, либо по поддержке боеприпасами там, и всем остальным мы останемся. И я думаю, что в европейских столицах Зеленскому там, и его команде дают достаточно четкое понимание, что потребуются годы для того, чтобы производство в необходимом количестве тех же самых боеприпасов там, или 155-миллиметровых снарядов было развернуто, а все это время что будет делать Украина. В этом плане показательно заявление Радослава Сикорского, наши, так сказать, польские союзники, которые традиционно, прагматично
смотрят на вещи. Варшава не будет направлять свой военный контингент в рамках возможной миротворческой миссии в Украину, но окажет ей поддержку. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме о задачах внешней политики Речи Посполитой на 2025 год. Ну и дальше пошел весь этот, вся эта аргументация, что Польша оказала большую помощь, 80% помощи шло через логистический хаб Ряшев-Ясенко. Жешув, Ясенко, что Польша там подготовила 30 тысяч украинских солдат, предоставила 45 пакетов военной помощи на сумму около 4 миллиардов и в значительной степени взяла на себя миссию по обучению логистической поддержки Украины. И вдобавок к этому Сикорский обратил внимание на то, что в некоторых странах рассматривают возможность отправки собственных войск в Украину в рамках миротворческой миссии. Польша не сделает это, но предоставит поддержку для возможной миссии. Поэтому все это накладывает жесткие ограничения на реальную поддержку со стороны Европы, и в этом загвоздка для Украины. Поэтому мы, конечно, можем фантазировать там относительно того, что Запад нам в лице Европы поможет, и она что-то будет помогать, естественно, там, финансами там, и в какой-то степени оружием, но уход американцев решает, точнее говоря, не решает, а создает кучу проблем, потому что позиция американцев может быть мягкой, может быть жесткой. Мягкая, когда они просто прекращают финансирование и предоставление вооружений, а жесткая, когда они еще и начинают создавать проблемы и начинают блокировать предоставление оружия через своих союзников, запрещаем это делать, потому что куча производителей там находится в компонентах вооружений и в европейских странах, и в Южной Корее, и в массе других стран, и как следствие это может создать те ограничения, о которых Украина вообще в страшном сне не могла подумать. Поэтому американцы прекрасно это осознают и поэтому давят и будут давить. Наш с нами очень жесткий был разговор там последние дни, и, собственно, Ермаку и Зеленскому эту мысль доносили. Поэтому пойти там сейчас Украина, если пойдет ва-банк, то ну хорошо, ва-банк, я напомню, чем он заканчивается, когда это было, в августе 1919 года украинская армия вырвалась из, значит, вот этого треугольника смерти там на Подоле, где она находилась в Каменце, там в Хмельницком современном, и, короче, пошла в наступление на Киев, и даже вышла на околицы Киева, даже в центр Киева они дошли, а с другой стороны в город вошли белогвардейцы, и в общем-то, после нескольких часов такой неловкой ситуации пришлось директории уходить из Киева, и в общем-то этот рейд ничем не закончился и только истощил силы, и дальше уже в кольце фронтов директория продолжала борьбу ровно до того момента, пока не закончились силы и не была вытеснена директория в Польшу, и Петлюре пришлось в рамках сделки с Пилсудским сдавать Западную Украину со всеми вытекающими для Украины последствиями. Поэтому ва-банк, я думаю, идти не нужно. То, что Трамп поставил дырку для маневра, нужно использовать, потому что я думаю, что она может закрыться там в ближайшие дни или даже часы. Европейцы, я думаю, тоже сейчас будут репы чесать относительно того, как вернуть нас за стол переговоров. Ну и, собственно говоря, я бы не списывал вероятность заключения соглашения в ближайшие дни. Тут задают вопрос, тогда нам нужно идти говорить с Кремлем напрямую, зачем нам США? Ну, это зависит от того, в каком формате мы собираемся дальше находиться. Потому что одно дело, когда вы находитесь в рамках каких-нибудь как они были, эти соглашения, Коломак, по-моему, это был этот городок на Слобожанщине, Калмакские соглашения, которые там вообще ограничивали суверенитет гетьманщины, да. И вот одно дело, когда ты заключаешь напрямую с Россией такие соглашения, и она ограничивает твои возможности ведения твоей внешней политики, торговли там и всего остального. А другое дело, когда ты сохраняешь с американцами пространство для маневра,
вовлекаешь их там, путем привлечения бизнеса, как бы там, да, и они все равно маячат как некий балансир, который тебе нужен. Поэтому мы, кстати, в ближайшие дни с Курчевым постараемся организовать эфир. У нас должен быть еще с одним интересным человеком. Мы сейчас вот переговоры проведем. И, может быть, в пятницу выведем, как должны выглядеть такие политики. И я советую, кстати, на Хвиле выставил, она сейчас висит в главном, статья Амелина «Предложение по созданию совместного инвестиционного фонда США-Украина». Там Амелин прописал, собственно говоря, логику таких действий. Я напишу, вот я в чат кидаю, Амелин. И сейчас в телегу себе поставлю. Почитайте, это интересный достаточно документ, хотя, ну, то есть, как бы в этих реалиях, я думаю, что он скорее фантастичный, но вот логика, которая там развернута, она может иметь место быть, потому что там, ну, по крайней мере, есть обсчет отраслей, просчет секторов, их взаимоувязка для того, чтобы на рациональном языке говорить с американцами и, в общем-то, заручиться их поддержкой в минимальном хотя бы режиме, который нам нужен. Так. Как бы тебе не было тяжело, пишет Алекс ZPUA, знай, всем похер. Это всегда нужно помнить. Тут пишут, чтобы ставили лайки, колокольчики, подписки. Я на этом заканчиваю, потому что мне реально уже нужно бежать. И так 27 минут наговорили. Напишите комментарии, я там буду реагировать. И завтра, может, там продолжим эту тему, потому что будет постоянно много вводных. Но логика пока не поменялась. То есть стороны постоянно как бы маневрируют. И трагедии на данном этапе пока еще нет. Все, пока.